От души в душу. У меня соседи какие-то интересные, там постоянно травой воняют. Что-то варят там какую-то кашу, я не знаю, даже постоянно запахи и так, и с открытым балконом сплю. Я говорю серьезно, я как-то в лифте спускаюсь, и написано: ребят, тот, кто увидит какие-то подозрительные дела с запрещенными препаратами, сразу дайте знать. С 25 этажей это на моем 22-м. Но я своих не сдаю, Сань, не переживай. Вот это все, что я умею. Я второй раз в жизни держу эту тему в руке. Вот это, ты видел, что я сейчас умею, да? Техничный. Я вообще не понимаю, ты придумай антистресс. Ребят, три вещи есть, которые убирают стресс. Это секс, алкоголь и драка. А вы вот это все как, я не знаю, как вот эти какие-то задроты там за айфонами, за гаджетами, вы вот это ходите, эти подшипники крутите. Да идите реальной жизнью займитесь, о семье подумайте. Это я даю все совет. Ну, это люди с другой планеты, это не объяснить, ребят, честно. Они постоянно прыгают, получают по голове, там, я не знаю, мечом и так далее, но в жизни они мыслят не так, как мы, не так, как полевые игроки. То ли долго думают, да, там, в быту и так далее. И это не я придумал эту фразу, типа, ты что, вратарь и так далее. Не хочу никого обижать, это полкоманды, но они немножко отличаются от полевых игроков. И я так надеялся, что этого не будет, честно, здесь. Блин, почему я тогда решился вообще на этот клип, я не знаю, правда. По телеку опять про Обаму и законы. Кто-то вышел замуж, крики, драки, стоны. У нас были с Уфой сборы в Сочи. Приехал телеканал Матч ТВ. Сань, давай, все будет круто, поверь мне. А я же за любой движ, я всегда. Да, я думал, они сейчас сделают там мне эффекты. Что они сделали? Они даже ни одного наброска не сделали на мой голос. Просто взяли и опустили меня. В начале клипа едет поезд, и просто дед какой-то облил меня какой-то водой. Времени мало. Я думал, кислота. Это вообще не было по сценарию. Ожидание реальность. Вот это про мой клип на той. Где бы я ни был, кого бы я ни видел, я считаю, что у украинцев, у нас сильнее характер, чем у них. Мы никогда не сдаемся, если мы хотим чего-то. Очень много есть причин, почему, допустим, наши не играют в Европе. Но вот самое главное – это зона комфорта. Чувствую себя уверенно. У меня есть контракт, у меня есть дом, у меня есть семья, у меня есть друзья, у меня есть поехать туда, у меня есть… А что такое Европа? Это совсем другой язык. Это совсем другие шутки в быту. Это совсем другие люди. Это совсем все другое, совсем все по-другому. Всегда нужно идти куда-то выше, всегда стремиться, если ты хочешь добиться чего-то в футболе, если ты хочешь заработать себе имя. Потому что ты должен сначала заработать себе имя, а потом имя будет работать на тебя уже. Да не, ну он опять, посмотри, он опять, он географию уже сует, уже скоро сейчас химию подключит. Сань, ну успокойся, Сань. Индия, да? Ну вот если не знаю, что мне придумывать, я сейчас скажу какой-то… Ай-яй-яй-яй-яй. Вы имеете в виду, наверное, наших футболистов? Надеюсь, что меня это никогда не коснется. Когда я переходил в Сити даже, и когда увидел первый раз этих суперзвезд, я считаю, и я увидел, какие они в быту, и для себя убедился, чем выше статус, тем проще человек. Чем выше статус, тем проще человек. В сборной, допустим, и с тех ребят, которых я знаю, которые играют в чемпионате Украины, то есть все хорошие ребята, простые. Меня могут посадить за это, я думаю. Нет, не посадят, если я скажу, какую категорию. Да не, ребят, ну серьезно, вы пытаетесь что-то из меня… Вы представляете, что будет, если я скажу, какую категорию? Обычно я никогда не выбираю. Нет, не буду говорить, я промолчу. Да, ну, я думаю, это и больше искусство, да, этим нужно владеть. Иногда это очень полезно. Конечно, со стороны не смотрится, но когда стоит на кону результат. Когда я был без команды, после Донецкого «Шахтера», я 6 месяцев ездил
по дворам тренировался любительским и так далее. Был сложный период, я жил, так сказать, на чужие деньги, и для меня это было наверное, самый неудобный момент в моей жизни. Я не могу сам себе искать клуб, правильно, там, и так далее. То есть это зависело от того человека, который и помогал мне, и помогал моей семье, и помогает по сей день. И благодаря нему я вообще сейчас здесь и там, где я есть. Очень стыдно. Очень-очень. Мне прям даже стыдно ее рассказывать. Так нельзя себя вести. Когда мне было 15 лет, я был в Донецком Шахтере. Кто-то помладше привез ветрянку на базу. Я как заболел, так просто еще никто никогда не болел, я думаю, потому что у меня они были везде. В глазу и в том месте, и вообще просто. И, естественно, я был в лежачем состоянии, а со мной жил парень, Карен Геворгян. Он приходит со школы и спрашивает: ну что ты, старик, как дела? Ты хоть поспал чуть-чуть? А там горничная один раз меня пришла с пылесосом, разбудила. И я как начал ее поливать, говорю: да с ней уснешь там и так далее. Поехала мать. А она стояла в туалете в это время. Что она там делала, я не знаю. И она говорит: Саш, ну я же не хотела. Вы представляете мою реакцию? Я чуть сквозь кровати не провалился. Прям стыдно. Я обычно это делаю с теми, кто ведет себя плохо. Я их люблю ставить на место. Ребята, Александр Зинченко пока самый лучший, кого я видел в теннисе. Он лучше меня в фифе. Зина я фифу еще не видел. Alex, you're the best at FIFA. Зина был неправ. Ты реально король тенниса. Когда начинает языком болтать, я вообще не люблю. Я сразу: повтори, хорошо, пойдем, беру за руку, там, фифа, настольный теннис и так далее. А потом уже придумываю, так сказать, наказание. Но это уже было в прошлом, я уже все. Фифу я завязал, ребят, уже все. Чемпион пал. Я люблю все игры, безусловно, все. Назовите мне любую игру, даже если я ни разу в нее не играл, дайте мне неделю, и я буду готов сыграть с любым. Я считаю, что жизнь — это игра. Ты все должны искать эти батлы, споры. Постоянно, если ты проигрываешь, наоборот, злиться, а потом идти работать, практиковаться, а потом приходить и поставить на место. Ребят, тут нужно подбирать соперника. Если видишь, что кто-то сильнее, тогда не лезь уже. Да-да-да-да. Шарапова. Раз. Ксения Коваленко, футболистка сборной России. Ну и отмечу нашу Свитолину. Ну, ее первую ответил. Остальных уже потом. Наша всегда первая. Ребят, правда, я покатался по Европе и увидел, как работают с молодежью. И больно это говорить, но поверьте мне, допустим, в той же Германии, там, в Хофенхайме базы я видел, когда ребята просто 10-летние, они делают с мячом такое, что у нас 15-летние не делают. Пока большая разница. Ну, конечно проигрывал. Не всегда же победы. Без поражения не бывает побед. Проиграл, кстати, фифу Стерлингу там уже. И, правда, это все было без камер. Я зашел в зал теории, когда вся команда, все тренеры были как собака. То есть начал лаять и так далее. Хорошо, что там Пепа не было. Я вот попросил: давай хоть без Пепа. Он последний всегда заходит. Ну, немножко стыдно, но я перед этим добавил свой текст. Мы об этом не договаривались, что я с Украины, я если проигрываю, я делаю. И оно так немножко сгладило все. Надо так уметь это делать. Такого, какого он видит себя. Достойно? Блин, я люблю такие вопросы. Логику. Ребят, вот такой мяч получит тот, кто ответит на мой вопрос. Первая машина, на которой я рулил в своей жизни. Подпишитесь на канал «От души в душу» и правильный ответ в коммент. Саня Зинченко «От души в душу». Уже через неделю длинноногая блондинка Юля Левченко. Приезжает скорая, и я в душе валяюсь с разбитой челюстью. Просто но мне кажется, я могу кому-то вмазать. Да, свет тут у вас, конечно. Не такие, все самоуверенные, стирают нос. Но сейчас я Юля двойка. Грудь хочется побольше. Я думаю, не сильно большие. Ну вот вы меня... Все, нет. От души в душу.